А что такое искусство? Достали со своим искусством. Саша, привет! Привет. Мы очень рады, что нам удалось попасть к тебе в гости. У тебя такое очень классическое образование. Пошел после Академии искусств, я учился в аспирантуре и уже не учился, а был просто учился на философском факультете, в смысле вольным слушателем, как бы, после этого. И, ну, как бы, пытаясь, на самом деле, я так сильно увлекся, что уже даже забыл, зачем я учился рисовать здесь. И поэтому пытался опять прийти к каким-то смыслам, что ли. Мне хотелось просто полностью забыть, разрушить в себе умение, в смысле, то, что я получил из образования академического. Ну вот, а что именно тебе хотелось разрушить? Настолько тонкие нюансы, которые там я, например, научился делать, они были настолько непонятны, понятны только нескольким друзьям, как бы, и они не были связаны с идеей. Это было просто мастерство. И мне даже иногда это похоже было на история из романа «Игра в бисер». Да? Как бы ты занимаешься долго чем-то абсолютно бессмысленным. Как бы, ну, для меня это было классическое образование. И я как бы полностью был вовлечен, и мне было, просто это было абсолютно тотальное вовлечение. То есть как бы изучаешь анатомию в медицинском институте еще, как бы, рисуешь там как маньяк бесконечно. А потом вот ты, когда переехал уже в Москву, то поступил в школу Родченко. И расскажи... Про школу Родченко, наверное, плохая история. Потому что я не учился в школе Родченко, как бы. То есть я туда поступил, потому что мы уже сделали с братком тогда проект, и мне показалось, что будет классно общаться больше с братковым. То лучше всего было с ним классно делать монтаж. Само по себе образование достаточно сложная штука, потому что я не очень верю в образование вообще. Ну, вот как, например, молодым художникам, которые только начинают, если вот ты, например, не веришь в образование, что бы ты мог им посоветовать? Ну, для меня образование — это как бы что-то наподобие, наверное, секты и воспитание адептов. То есть как бы то есть я не верю в то, что как бы человек может потом заняться чем-то своим. То есть хотелось бы, чтобы человек начал заняться своим, но потом, когда ты начинаешь анализировать, что культура — это конструкция, как бы, то есть это все сложно, и тут уже непонятно, что свое. И поэтому я сам не знаю ответа на эти вопросы. Важно для молодого художника это не попадать в истерическую жажду получения каких-то там, не знаю, благ и достижения успеха. Потому что наверное, я вот, опять же, видел какое-то количество людей, которые там участвовали в каких-то там биеннале молодых, и они занимались своим делом просто. То есть, многие есть такие западные, в смысле, делают какие-то вещи, они странные, не попадают ни в какую конъюнктуру. Такое тоже есть, почему много такого. Я просто для себя лично понял, что жажда получения успеха, как бы, это то, что меня точно отдаляет от искусства, что ли. Делать только то, что действительно ты считаешь то, что значимым или важным для тебя. Сложно достичь того, чтобы ты был честным, это просто почти недоступно. Как бы. И что такое, определить, что такое честно. Мы хотели создать проект «Школа лепки роботов» в музее Сидур. И там проводили занятия, и я постепенно начал развивать эту тему. Написал такой маленький текст, в котором описывал, что я, как человек, который получил классическое образование, и при этом хочу развиваться и жить в современном мире, и поэтому я должен измениться, и, соответственно, я должен как бы начать познавать мир современный, это там нейросеть, робот, все такое. То есть, соответственно, так как у меня инструменты познания были условно через копирование, то я буду наблюдать за роботами и изучать их поведение, как бы, и копировать их поведение. И таким образом мы создавали такой институт, который занимается исследованием техники. Как ты вообще сейчас думаешь о скульптуре? Уже когда я в Москве начал заниматься, я уже ушел от скульптуры и от объекта. Это было уже не объекты, а просто какая-то реконструкция, по сути, чего-то. И там уже для меня лично не было формальных поисков в объекте. Это были какие-то технические, не знаю, как это просто объяснить. То есть, по сути, это уже были персонажи, которые лепили. То есть я создавал, грубо говоря, какого-то персонажа, который создавал эту выставку. То как раз общаюсь там с Смоловскими, с разными ребятами из акционизма, там вот Кулик, они все как бы очень хотят скульптурой заниматься просто.
И как бы и они объекты создают просто. Для них это очень важно, что он скульптор, что он как бы создал. Как бы. А у меня наоборот, ну это все такое, видимо... Потому что у них другая история. Они от нематериального Ну, да, производства, да, они переходят. Ну, хотят перейти в материальное, Да. наверное. А вот какие художники, например, сейчас тебе интересны? Пол Маккарти, но он больше какой такой, опять же, с точки зрения какой-то вскрытия системы, сообщества, наверное. Ну, это те старые работы, которые мне очень нравились. Но их нельзя смотреть в зоне искусства, потому что когда ты посмотришь какой-нибудь ролик, видео Пола Маккарти, уже после этого больше ты ничего не сможешь вообще увидеть. Там какие-то тонкости типа московского концептуализма вообще просто сметается. Как бы. Это просто такое мясо жесткое, в плане Пола Маккарти. А если вот снова возвращаться к скульптуре, то вот как ты видишь ее сегодня? Как я бы ее не видел, не хотел бы видеть, это больше, наверное, не хотелось бы, чтобы это такое тотальное насилие над пространством скульптуры. Это очень, на самом деле, очень наглый жест. Если у нас на сегодня является любой объект скульптурой, может стать, все, то, в общем, возможно, это не стоит называть скульптурой. Не знаю, зачем это нужно. Ну, а как, например, понять, что именно твое? Вот, как ты это понимаешь? Больше через материал или через идею? Или вот как у тебя рождается этот художественный образ? Ну, все, что рождалось у меня, то, что я делал, это было, конечно, личные какие-то переживания. То есть это было абсолютно мои впечатления. То есть, наверное, это самое важное, это впечатление. Ну, вот если мы говорим о впечатлениях, то вот что сейчас тебя впечатляет? Есть что-то такое? Ну, Из чего мог бы родиться этот художественный образ? То есть, например, когда ты солдата создавал. я против войны, и хотелось бы как бы изобразить, в смысле, это был как раз такой 2014 год. Ну, это был вообще-то как бы проект памятника. Мне хотелось вскрыть эту самую патриотическую какую-то вот машину, да, ну, в смысле, хотелось критический проект, работу сделать критическую, что это просто ты становишься материалом. Но памятник как раз, у которого нет лица. Ну да, то есть это как бы стирание, это не герой, а ты просто становишься частью этого. Чего-то большого замысла. Да. То есть есть- для тебя в этой работе самое важное — это вот акт манипуляции, Ну да. да? Над чем ты сейчас работаешь? То, что мне интересно, это как бы школа лепки, но в то же время роботы. Но это опять же не то, что прям, мне кажется, я уже для себя ее закончил. То есть это вообще уйти из художественного поля, из художественного пространства деятельности? Ну, возможно. Такое странное интервью. Мне чашку Парутков подарил.